Эта поездка начиналась как дорога на север. Мы хотели доехать до Воркуты, скупить продукты в магазинах, раздать их людям, снять заброшенные места и показать жизнь там, где редко кто приезжает просто так. В этой поездке оказалось слишком много человеческого, слишком много встреч, тишины, благодарности, тяжелых разговоров, неожиданных ситуаций и моментов, которые не получилось уместить в предыдущие выпуски. До этого вышло 4 серии. В них была дорога, скупки магазинов, Воркута, Сеза, Лужма, Варгашор, Заполярный, заброшенные здания, разговоры с местными людьми. Этот ролик – итог всей северной поездки. Не сухой отчет, не простая нарезка того, что осталось на жестком диске. Что мы увидели, что сделали, с кем познакомились, где было тяжело, где было душевно и почему после такой дороги невозможно вернуться прежним. Север оказался холодным, суровым и местами пустым. Но самое главное, он оказался живым. На карте Воркута выглядит далекой точкой, до которой нужно просто доехать. В реальности путь туда постепенно меняет настроение. Чем дальше уходишь от больших городов, тем тише становится вокруг. Дорога вытягивается, населенные пункты встречаются реже. За окном появляется другой мир, широкий, холодный, спокойный. Были моменты, когда все шло не по плану. В общем, опять встали. Кончился бензин за 100 километров. Нам помогали местные, подсказывали, вытаскивали, выручали. Не проходили мимо, для них это не выглядело чем-то героическим. И в этот момент понимаешь, северная суровость только снаружи. Первая скупка магазина была самой волнительной. Мы зашли в обычный магазин и сами до конца не понимали, как все пройдет. Самое сильное было не в момент передачи пакета, а через секунду после. Человек понимал, что это правда бесплатно. На лице появлялась растерянность, потом улыбка. Иногда звучало короткое спасибо, но в этом слове было больше смысла, чем в длинной речи. И после этого мы уже не могли относиться к поездке как к обычной съемке. Мы увидели реакцию людей, почувствовали, что помощь нужна. Поняли, что даже простой пакет продуктов может стать для человека настоящей поддержкой. Воркута встретила нас не красивой картинкой, а настоящей северной атмосферой. Пустые окна, холодный ветер и люди, привыкшие жить в непростых условиях. Там вот дорога проходит, и по ней шли уже вот туда на шахту работать. А сейчас работы нет, сокращение. В общем, шахт с 20, по-моему, до 4 сократили. Раньше было чуть около 20 шахт. А соответственно, если нет шахт, нет работы. Сначала Воркута может показаться закрытой, но стоит поговорить с местными, и город раскрывается совсем иначе. Один из самых сильных образов этой поездки – человек, который живет один в огромном доме. Со стороны это трудно даже представить. Большой дом, множество окон, подъездов, пустых квартир, тишина на этажах. Вы живете здесь один, да, получается? Ну, люди разбежались, так-то числится побольше народу. Квитков где-то штук 7 приходит в подъезд. Ага. Просто не живут люди, холодно, жилья-то много. А вы здесь один на весь дом, получается? На вот этот корпус. Да, на корпус. Ну не страшно, нормально вам тут жить? А куда деваться? Боишься? Залез под диван и нормально. Ну просто решили остаться, либо когда уже Нет, вас у пересели? меня просто квартира приватизированная. Ага. Я 3 года назад бумаги подал в администрацию. Она повезла в город, там-то другие сидят. А у меня тут в долях мать и младший брат. Ага. Вот им сюда их подавай, понимаешь? Я ей сказал в администрации, я говорю, дом развалили, говорю, я бегать за вами не буду. Сами придете, сами перевезете. Это не кадр с фильма, это реальность. Такое невозможно снимать равнодушно. Ты стоишь рядом и понимаешь, для нас это эпизод поездки, сильный момент для ролика. Историю, которую мы потом расскажем зрителям. А для человека это каждый день. Он просыпается там, живет среди пустоты. В этом есть что-то очень тяжелое. Не только одиночество, но и ощущение, что вокруг жизнь ушла, а ты остался ее последним свидетелем. Я поработал в пожарной охране, на ликероводочном заводе. Последнее место работы в кооперативе я работал от шахты там. Ну здесь как вообще, работа есть? С работой плохо. Плоховато, да? А что тут осталось 4 шахты? Да. А так только магазины. Начальники-то себе зарплаты нормальные сделали, что там. А народу шиш? Ну и в Воркуте платить-то не за хрен, честно говоря. Ну как я это понимаю.
Наш уголь, он по себестоимости дорогой. Он не окупается. Поэтому если еще и платить, кто этот уголь покупать будет? Поехали дальше смотреть. Воркута не притворяется, она показывает себя такой, какой есть. Где-то тяжелый, где-то уставший, местами пустой. В Воркуте мы не только скупали магазины и снимали заброшенные места, мы много разговаривали с людьми. Обычные прохожие, короткие остановки, случайные встречи. Вопросы без подготовки. Чего не хватает вообще в Воркуте? Спросите чуть полегче. За что вы любите Воркуту? Потому что это мой город, я здесь родилась, я здесь выросла. За это и любите. Как Да. родину, да, свою? Да. Говорят, кинотеатра нету тут. Нет, Почему? Есть кинотеатр? Нет, кинотеатра нету. Есть театр, а кинотеатр нету. Нету. А хотели бы, чтобы кинотеатр появился у вас? Да нет. Для кого-то Воркута тяжелый город, из которого хочется уехать. Для кого-то место, где прошла вся жизнь. И поэтому оно навсегда остается своим. Город стал живым через голоса людей. Потому что Воркута — это не только шахта, снег, ветер, пустые окна. Это еще и те, кто каждый день выходит на улицу, идет по своим делам, встречает знакомых, вспоминает прошлое и продолжает называть этот город домом. Друзья, для тех, кто еще не знает, уже 1,5 года у нас есть свой VPN-сервис AbreVPN. За это время ему доверились тысячи пользователей. С нашим VPN вы можете комфортно пользоваться интернетом, смотреть ролики в 4К без лишней рекламы и подключаться с разных устройств – телефона, компьютера и даже телевизора. Для новых пользователей доступен бесплатный 3-дневный период, чтобы вы могли сами все протестировать. А еще прямо сейчас среди пользователей проходит розыгрыш призов. Всего будет 50 призовых мест. Мы разыгрываем технику Apple и денежные призы. И самое главное, оформляя подписку на наш VPN, вы не только получаете удобный сервис, но и поддерживаете то, что мы делаем. Ссылка на бота будет в описании и в закрепленном комментарии. Одним из теплых моментов стала остановка в Ухте. Мы заехали в детский дом номер 2 и купили подарки детям. Вам какое-то благодарственное письмо? или Мне что-то? ничего не нужно. Вы просто от себя, от души, от всего сердца делаете. Но у нас я могу сказать, что больше 40 детей. Как бы. Вот у вас такая Ну информация вот устроила? меня все просто... Ну, меньше 100, вот скажем так. А это что у вас, закупки, там вот это у вас дети, да? Можно посмотреть? Да, вот. Учебная деятельность вот у вас происходит какая-то. Это где-то участвуют, вот первые места. Какие-то мероприятия вы тут проводите, Очень да? много мероприятий у нас, да. Но в целом все хорошо у вас. Ну, конечно, да. В целом благополучно все, да. Но есть всякие разные моменты и административно-хозяйственного моментов, там и еще какие-то моменты. Ну, как и у всех. Мы потихонечку справляемся, живем, слава богу. Угу. Помощь, может, какая-то нужна? Но мы не отказываемся. Вот, например, А что надо? ну вот по стройматериалам. Стройматериалы? Краску, гипсокартон. Я прям целый список могла бы. Ну, в общем, человек сюда, собственно, может прийти с добрым намерением, и вы можете ему Я сказать, прям что... четко могу сказать, вот у меня прям список есть. Вот что надо. Хорошо. Александр, очень приятно было познакомиться. С вами тоже. Да, в общем, в любом случае, наши двери открыты для друзей, для партнеров. Мы всегда готовы к диалогу, к помощи, то есть welcome. Ребята, кто находится в городе Ухта, если у вас есть возможность какими-то стройматериалами помочь, с окнами, говорят, там немножко проблемы, краска нужно завести. Будем очень благодарны, если вы окажете тоже помощь. Адрес детского дома, город Ухта, Дзержинского, 26. Вот так вот. Заброшенные места стали одной из самых сильных частей поездки. Снаружи такие здания часто выглядят как готовые сцены для ролика. Пустые окна, разрушенные стены, снег внутри помещений. Коридоры без света, скрип полов, следы чужого прошлого. Камера любит такие места, но когда заходишь внутрь, быстро понимаешь, это не декорация. Каждое заброшенное здание когда-то было частью обычной жизни. Здесь работали люди, открывались двери, горел свет, звучали голоса. Мы снимали такие здания не ради страха и не ради красивой разрухи. Хотелось показать, что за каждым пустым домом стоит история. Это не просто место, где можно пройтись с камерой, это бывшая жизнь. Внутри заброшек всегда странное чувство. С одной стороны хочется рассматривать детали, старые стены, оставшиеся вещи, следы времени. С другой появляется ощущение, что ты находишься в чужой памяти. Поэтому не все попало в ролики, где-то было небезопасно, где-то кадр получался красивым, но пустым по смыслу. А где-то просто не хотелось превращать чужую боль в эффектную сцену.
Во время поездки мы встретили людей, для которых самое важное не продукты и не камера. Им нужно, чтобы их услышали. Они говорили о справедливости, о правде, о проблемах, которые годами остаются без ответа. В таких разговорах чувствуется усталость, но не равнодушие. Люди не просто жалуются, они пытаются добиться внимания, пытаются объяснить, что за красивыми отчетами и сухими словами есть реальная жизнь и реальные проблемы. Женщина в кадре начала говорить о том, что по ее словам происходит на самом деле. Без красивых формулировок, без попытки сгладить углы, без страха выглядит неудобной. Такие люди часто раздражают тех, кто привык к тишине, потому что они задают вопросы, называют вещи своими именами, не соглашаются молчать, когда вокруг делают вид, что все нормально. Сказать, что поселок Варгашор, город Воркута, улица вот это энтузиастов этого магазина, это, честно говорю, полностью жопа. Это жопа. Подъезд весь разрушен. Стены промерзают в подъездах. Просят такую, блядь, эту госпошлину, ну эту, за квартплату. Хрен им нахрен еще платить не собираюсь, блядь. Что еще сказать? Могу сказать, что живем мы нищие на этом поселке. Мы нищие. Зарплаты низкие. Да, блядь, даже цены вот эти, блядь, посмотреть, это просто трэш. Вот что я могу сказать, сука, про этот ебаный Варгаш. Сеза и Лужма в Архангельской области стали, наверное, самой душевной частью всей северной поездки. Это был не просто выезд в очередной населенный пункт. Это было настоящее погружение в северную свободу. Мы ехали по узкой колейке на поезде. Вокруг открывался простор, который невозможно почувствовать в городе. Север как будто раскрылся шире. Тишина, воздух, расстояние, пустота, в которой почему-то не страшно, а спокойно. С нами были машинист, местный житель и собака. И от этого вся поездка стала совсем неформальной, живой, почти домашней. Не было ощущения экскурсии и постановки. Было чувство, будто нас спустили в настоящий северный быт, без украшений, без лишних слов, но с огромной душой. Эти 38 километров по узкой колее запомнились особенно. Мы ехали не просто посмотреть место, мы везли людям радость, хотелось доехать до тех, кто живет далеко, кому редко что-то привозят, кого легко не заметить на большой карте. Мы привезли генератор, привезли подарки, помощь и внимание. И самое главное, хотели дать людям понять, что они не забыты. Для нас этот был путь туда и обратно. Для них знак, что кто-то добрался, подумал, приехал не случайно. В таких местах особенно остро чувствуется расстояние. Понимаешь, что 38 километров на карте выглядит коротко, но в реальности это целый путь. Путь через северный простор, через тишину, через места, где жизнь держится на людях, которые не уехали. Сеза и Лужма не воспринимались как заброшенный край. Наоборот, там было много настоящего, простого, тихого, человеческого. Там не нужно было громких слов. Достаточно было смотреть вокруг, слушать местных. Ехать по этой узкой колее и понимать, что север — это не только холод и трудности. Это свобода. Свобода пространства, свобода тишины, свобода людей, которые живут далеко от шума и все равно сохраняют в себе тепло. После этой поездки осталось очень светлое чувство. Мы проехали туда не ради галочки, не ради красивого кадра. Мы ехали, чтобы подарить людям радость. И, наверное, именно поэтому Сеза и Лужма запомнились так сильно. В предыдущей серии не вошло очень много. Длинные переезды, усталость, разговоры в машине. Поиски магазинов, планы, которые менялись прямо на ходу. Моменты, когда все молчали, потому что сил говорить уже не оставалось. За кадром осталось много обычных разговоров. Не интервью, не специально выстроенных сцен, а просто человеческих диалогов на улице, в дороге, у магазина, возле домов, рядом с машиной. Люди спрашивали, откуда мы приехали, рассказывали, как живется на севере, вспоминали, какой Воркута была раньше. Были моменты, когда хотелось включить камеру, но мы не включали. Не все должно становиться контентом. В такой поездке важно чувствовать границу. Есть ситуации, где нужно быть не блогером, а человеком. Выслушать, помочь, промолчать. Не направлять объектив в лицо, а оставить человеку право на личное. Для нас это стало тоже частью опыта. Контент можно снять почти везде, а сохранить уважение намного сложнее. Если говорить про итоги скупок, главное не чеки и не количество пакетов. Да, была проделана огромная работа, мы закупали продукты, грузили, развозили, раздавали. Постоянно решали вопросы на ходу. Но в памяти остаются, ребята, я вам могу сказать, далеко не цифры. Остаются лица, растерянность человека, который не сразу понял, что платить не нужно. Улыбка после некоторых секунд недоверия. Тихое спасибо. Помощь — это не только вещи, это внимание, знак, что человека не забыли, что до него доехали.
приехали, что о нем подумали. На севере это чувствуется особенно сильно. Расстояния там сами по себе создают ощущение оторванности от большой жизни. Поэтому простая поддержка приобретает другой вес. И это не повод останавливаться, это причина ехать дальше. Спасибо всем тем, кто смотрел предыдущие серии. Без зрителей эта поездка осталась бы просто нашей дорогой. Вместе с вами она превратилась в большую историю. Каждый комментарий, просмотр и поддержка помогают делать такие поездки возможными. Эта история не о том, что мы приехали и всех спасли. Нет, она о другом. Можно доехать туда, куда редко кто едет. Можно увидеть человека там, куда редко кто смотрит. Спасибо всем, кто был с нами в этой северной истории. Спасибо тем, кто смотрел и поддерживал, писал комментарии и переживал вместе с нами. Спасибо людям, которые мы встретили в Воркуте, Ухте-Севзе, в Варгашоре и по всей дороге. Этот север был холодным, суровым, местами пустым, но очень важным. А главное, человеческим. Значит, поездка точно была не зря.